Вагнер, как нам известно, была частная армия, ну и сейчас что с ней я не знаю, но как же они появились? Сами Вагнеры появились в 2013 году под командованием ныне мертвого Евгения Пригожина и по сути участвовали в гражданской войне в Сирии. Сама участвовала также в Украине, и ранее названной Сирии и Африке. Впервые частная армия упомянулась в 2015 году в петербургском издании фонтанка.ру. Дальше ЧВК существовали и делали свои дела в ранее перечисленных местах, но в 2022 году они присоединились к войне в Украине. Евгению разрешили вербовать преступников, а также все закрыли глаза на обнуление своих же бойцов. Наверное, самым известным и основным из сражений стала Бахмутская мясорубка, где, по словам самого Пригожина, полегло несколько тысяч людей. И само сражение длилось 224 дня, почти как Верденская мясорубка. Но город все же был взят. Но припасов начало не доставать, на что жаловались сначала бойцы, но позже и сам Пригожин, напрямую оскорбляя Герасимова, и Шойгу требовал ресурсы на фоне трупов вагнеровцев. У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? И позже глава ЧВК объявляет, что ЧВК Вагнер выйдет из Бахмута в тыл 10 мая. Но Минобороны захотели по сути из частной армии сделать свою, поэтому Пригожин выпустил видео, где обвиняет вооруженные силы Российской Федерации в обстреле своих же, то есть Вагнера. В телеграм-канале ростовского Вагнера, связанном с Евгением Пригожиным, распространяется сообщение о ракетном ударе, который нанесли по позициям лагерям ЧВК Вагнера на фронте. И, как утверждается в сообщении, удар пришелся с тыловой стороны, то есть военное министерство обороны России. А также позже пресс-служба Жени выпустила 30-минутный ролик, где Пригожин рассуждает о войне. 23 мая 2023 года начался мятеж. Сами мятежники сначала без боя взяли Ростов-на-Дону и двинулись на Москву. Сам Путин призвал завершить мятеж и одуматься. Но по словам Лукашенко, 25 июня он закончил мятеж ЧВК Вагнер. Сам же Пригожин заявил о том, что он разворачивает бойцов, и в итоге бойцы Вагнера передислоцировались в Беларусь. Хотя до Москвы оставалось всего 200 километров. Но через 2 месяца после начала мятежа самолет Пригожина с сотрудниками и другими людьми во время перелета в Москву упал, и все 10 людей на борту погибли. Никто не сомневается в причине гибели Пригожина, но по словам Путина, верхушка ЧВК Вагнер были под наркотическим эффектом и в итоге взорвали гранату.